Друзья, привет! Вы на канале Ландшафтных дел Мастер. Меня зовут Ирина. Июнь 25 года. Мы на одном из теперь уже моих участков. Сейчас он выглядит так. Но давайте переместимся в прошлое, так на годика 3 назад. А вот так вот я его увидела первый раз в 22 году. Вот такой вот ландшафтный дизайн мне достался. И мне сказали: сделайте, пожалуйста, что-нибудь, приведите в порядок. Правда, у хозяина были уже свои какие-то представления о ландшафте. Картинку он себе нарисовал еще в 21 году. И я должна была воплотить это в жизнь. Ходил, рассказывал мне, что здесь должны быть какие-то волны, а тут какие-то полумесяцы. Ну, в общем, я взялась за этот участок. Так он уже выглядел в 23 году. Ну, хозяин очень активно занялся газоном, восстановлением. Правда, мысли такие были, что его убрать и заново новый посеять. Но я посоветовала реанимировать старый, потому что видела как бы в нем еще потенциал. Посмотрим, как участок меняется с годами, когда за ним ухаживают, поливают, обрезают, что-то подсаживают. В общем, приводят в порядок. В конце ролика сделаем сравнение до и после за эти несколько лет, как он изменился, участок. Теперь мы снова совершили прыжок и оказались в 24 году. Посмотрите, как изменился сад. Конечно, было что-то подсажено, пересажено, подкорректировано, но как разросся сад. Так как хозяин хотел большое разнообразие растений и красок, и я посоветовала в первую очередь хозяину, если вы хотите сделать, чтобы какую-то декоративность на участке, то бордюром отделить зону газона от цветников. То есть подчеркнуть вот эти дуги, полудуги, месяцы, придать больше декоративности, чтобы газон не лез в цветники. Мы приступили к прокладке пластиковых бордюров. С бордюрчиком мы, конечно, повозились, но отбили все цветники. Сами понимаете, что когда все растет, установить бордюр сложно. Параллельно я, конечно, человеку рассказывала, что не просто установить бордюр, это полдела, конечно, облегчает и покос, и более четкие контуры, и линии, но и нужно обязательно замульчировать землю. То есть черная земля никогда не дает никакой красоты. Когда мульчируешь, вот, например, как мы начали камушком, то это сразу появляется какой-то контраст. Зелень и растения гораздо интереснее смотрятся на светлом фоне. Хорошей новостью стало то, что соседи начали восстанавливать свои дома. Ну, как-то не очень хотелось смотреть на разрушенные дома. В общении с хозяином я поняла, что он очень любит разнотравье. То есть на участке будет расти много разных растений. И многолетние, и злаки, и хвойные растения. И по колористике участок будет тоже разнообразный. Участок совсем молодой, но видно, как он начинает набирать обороты, как подросла хвоя, стала более объемная, выше, как выросли кустики. В общем, участок приобретает свою харизму, уже видно какие-то очертания, видно разные уровни, высокие хвоя, чуть ниже кусты и самый низкий уровень – это уже какие-то многолетние цветущие растения. Перед мульчированием я обязательно прокладываю капельный полив. На газоне это верхний полив, делаем автомат. А также на автомат мы делаем капельную трубку, прокладываем. Как вот на этом участке. Здесь был полив, но полив был точечный. Я, честно говоря, не понимаю,
кто это ложит. Это до меня. Тут был другой ландшафтник, занимался, начинал это делать. И в основном скелетные деревья это посажены были этим человеком. И он сделал точечный полив под каждое растение. Но это очень неактуально и плохо работает, потому что я понимаю, что вот этот такой точечный полив в виде вот таких вот на трубочках брызгалки, это хорошо где-то в огороде огурчики полить или там помидорчики, вот так вот был этот полив воткнут возле каждого растения. Но его очень сложно обслуживать. Мы здесь поменяли на этом участке центральные трубы, заменили на другие, потому что она была вся в дырочку. Хозяину приходилось каждый год тут искать, где что поливает, где нет. В общем, это очень неудобно и не актуально в такой ситуации. И хорошо работает на таких больших площадях, на такой большой засадке растений, тем более под ландшафтную ткань и под мульчу. Капельная трубка, которая прокладывается полосами или кругами. Все это я корректирую, прокладываю количество трубки в зависимости от объема потребляемой воды каждым растением. Если это маленький какой-то кустик, то, соответственно, ему достаточно там один объем воды. Если это сосны, то совсем другой объем воды. Вот это сосна Веймутова, такая очень красивая, мне нравится. Вот тут под гейхеры свой полив. Мы его еще сейчас вот не доделали. Еще тут в процессе. Будем прокладывать дополнительно ветки. То есть, где мы уже сделали полив, мы там мульчируем, уже ложим ткань, агроткань и засыпаем камушком. Мульчирование почвы очень важно в наших цветниках в жарком регионе. Мы сталкиваемся с сильной проблемой пересыхания почвы и ее эрозии. Мульчирование – это способ защитить почву и сохранить влагу, так как у нас здесь влаги очень мало. Вот так вот выглядит у нас почва. Она становится коркой. Корни у растений не дышат. Мы можем поливать хоть с самого утра до вечера, и всегда у нас вот такая вот земля. И можно ходить с тяпкой, не выпуская ее из рук, но как только польешь, сразу она покрывается вот такой под солнцем, становится коркой. Просто мульча в виде коры не спасает у нас. С постоянными ветрами она у нас лежит где угодно, кроме цветников. И вообще это как бы для нашего региона это дорогой материал, так как кора все время и сливает, улетает, ее приходится все время обновлять. Ну а лесов у нас здесь, как понимаете, нет. И практика вообще показала, что агроткань гораздо лучше работает, чем просто кора. Агроткань хорошо пропускает воду и воздух, и вообще под ней хорошо развивается микросреда. Когда мы покрываем почву агротканью, это помогает уменьшить испарение воды, создать комфортные условия для роста растений. Особенно это важно на нашей щелочной почве и с сильными ветрами. Мульчирование – это не просто рекомендация, это у нас необходимая мера, чтобы поддержать здоровье наших растений. Они просто высушиваются у нас на очень ярком солнце, и летом у нас такой горячий воздух бывает, что растениям очень тяжело это перенести. Конечно, сама агроткань не имеет декоративности никакой, вот, и поэтому мы, конечно, сверху мульчируем разной фракции камня. Уж камня у нас здесь, конечно, очень много, и карьеров разного много, разные фракции, разного цвета может быть, разного, как говорится, оттенка. Может быть и розоватый, и серый, и белый. В общем, вариантов много. Параллельно хозяин занимался реанимацией газона. Он, конечно, приложил много усилий, активно стриг, поливал, где-то что-то подсеивал, пропалывал. В общем,
возни было очень много. Но я думаю, в результате это того стоило. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Поздней осенью мы приехали и продолжили засыпать цветники и накрывать агротканью, но уже центральную часть участка. Но для этого нам пришлось очень жестко обрезать растения, потому что надо было как-то подлезть агротканью и засыпать. Но дело шло к зиме, поэтому это как бы было нормально. Вот с таким результатом мы вышли на 25-й год. Видим, как живет и развивается участок, как растения реагируют на уход. Мы продолжаем ухаживать за этим участком, делаем стандартные профилактические меры. И с каждым разом, как я сюда приезжаю, участок меня все больше радует. Здесь сложилась очень приятная среда, много заглядывает и залетает разной живности. Ну а владельцам сада, думаю, приятно здесь находиться и получать удовольствие. Я буду очень рада за ваши лайки, подписку, за вашу обратную связь. Пишите в комментариях, как вам история одного из моих участков, что понравилось, а что нет. До новых встреч. Пока.